Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, хочу научить вас, как изгнать из дома безденежье и призвать деньги с помощью колокольчиков, точнее, с помощью колокольного звона. Колокола были известны еще издревле. Считалось, что колокол подпитывает нас жизненной силой, собирает положительную энергию и уничтожает, изгоняет отрицательную энергию. Поэтому часто этими громкими звуками, колокольным звоном запугивали и изгоняли злых духов, болезней. Ну, например, вот целебные свойства колокольного звона. Считается, что если человек часто слышит колокольный звон или дома звенит колоколами, то может изгнать грипп, астму вылечить колокольным звоном. Кстати, про астму я слышала еще в детстве. Лечили там бабушки колокольным звоном. Считалось, что вот эта структура болезни, она не выдерживает. То есть вот на тонком уровне, на тонком плане вибрации колокола, да, вибрации звона колокола, он как бы уничтожает в пространстве, давит, уничтожает эти все молекулы болезни и изгоняет из человека. Потом колокольный звон может помочь хорошо спать. То есть вот этот мелодичный или колокольный звон, или лечат, например, этими поющими чашами. Я как-нибудь и научу вас ими пользоваться. Кстати говоря, объясню, как это делается, как лучше им пользоваться, чтобы исцелиться и вылечить многие душевные расстройства. Мне кажется, это нам нужно как никогда. Если у меня будет время, может, даже сегодня покажу, но не обещаю. Колокольный звон исцеляет, успокаивает душевные болезни человека. Потом депрессию убирает. То есть я уже сказала, проникает вот эта вот вибрация внутрь человека, да, в мозг, в подсознание, и убирает вот это вот невроз, стресс и прочее. Колокольный звон привлекает положительную энергию и убирает отрицательную энергию. Отрицательная энергия не выдерживает и очищается биополе человека. Оздоравливает энергетику человека. Просто это для того, чтобы вы понимали, для чего часто в древних ритуалах, в изгнании духов и прочее, например, использовали колокольчики. Колокольчики служили как оберег, колокольчики служили как изгоняющие злых духов, их вешали за дверью, над входной дверью, извиняюсь. И отсюда вот и, собственно говоря, пошла традиция звенеть в колокол, когда заходили в дом. Не только для того, чтобы дать понять, что там гости пришли, а еще для того, чтобы перед тем, как зайти в чужой дом, изгнать ту злую силу, которая накопилась, или свою энергию изгнать, чтобы не оставить в этом доме. То есть изначально, мало ли, что у тебя, да, в жизни произошло, может быть, у тебя отрицательная энергия есть, и изгнать эту энергию, и очищенный уже зайти с чистой совестью в чужой дом и не вносить туда нечто плохое. Я надеюсь, у нас собаки сейчас не будут тявкать, когда я буду читать. Берете колокольчик. Вот сколько есть у вас дома, столько и можно, собственно говоря. Читайте столько раз, пока вы не почувствуете очищение пространства. Это и очищает от сглаза ваши финансы. Если к вам пришли гости, и после этого у вас денежный поток остановился, колокольный звон убирает вот это состояние. Если
э, никак не получается привлечь, предположим, клиентов, если вы занимаетесь, ну, своим, на себя работаете. Колокольный звон привлекает людей, то есть привлекает покупателей, или смотря какие услуги вы оказываете, и изгоняет бедность из дома. Вот засиделась бедность, засиделась это безденежье, стрессов много, может быть, нервы очень много потрачены. И вот колокольный звон, он очищает пространство, изгоняет и привлекает деньги. Вам нужно разложить, вот подготовить алтарь, разложить деньги разные, купюры там разных стран или своей страны только, не суть важно. Какие-то украшения золотые, серебряные, лучше золотые, потому что золото особая энергия. Разложите колокольчики, сколько их у вас. Если нету, значит, возьмите хотя бы один колокольчик, да? И берете этот колокол, идете по дому, вот так звеня, начитываете. Нужно сделать так, чтобы начитать на всех, то есть во всех комнатах дома. Вы можете на один колокольчик начитать, потом взять второй колокольчик, зазвенеть, снова читать. Сделайте это несколько дней кряду. Лучше так, для профилактики. Вот, 3 дня. Этот ритуал можно провести днем и ночью, особенно если у вас квартира. Лучше, конечно, днем, чтобы в это время, мало ли, ночью оно более слышно, да, эти звуки все. И через некоторое время ваше финансовое благосостояние и денежный поток обратно восстановится. Проведите этот колокольный звон и ритуал с колоколом. Я назвала это денежный звон. Проведите время от времени. И можете даже утром встать, например, если вы дома работаете, тем более, если у вас частный дом, и никто не будет вам мешать, и что-либо там, какие-то претензии предъявлять. Вот даже с детьми, вот как развлечение, дайте ребенку колокольчик, пусть ходит, звенит вместе с вами, и вот очищайте пространство, привлекайте деньги. Дайте детям колокольчики в руки, пусть они по дому ходят, звенят, а вы тоже возьмите колокольчики и начитывайте. Очищайте пространство дома от безденежья. Потому что когда безденежье затягивается некоторое время или резко прекращается денежный поток, это значит, что либо человек был у вас в гостях не очень добросовестный, не очень желающий вам добра, либо это некая такая зависть, глаз, которая остановила эти финансы, понимаете? И вообще он оздоравливает атмосферу дома. И детям нравится поучаствовать, и вам приятно. И вот звените себе на здоровье хоть час и начитывайте. Вот они примерно так звенят. Видите, как звонко, и как будто пространство просто пробирает. Вибрация от звука колокола очень сильная. Изгоняет вот эти все злые энергии. Вот. Это такой звон. Это индийский колокол. Представьте, как вашим детям этот ритуал понравится. Это немножко глухо звенит. Дальше. Хромовой колокол. Они все разные. Подождите. Вот нужен поток денег. Нужны новые клиенты, покупатели. Берете в руки колокол, ходите по дому, начитываете. Если у вас один колокол, можете вот по всему дому идти, там несколько раз прочитать. Это не столь важно. И через некоторое время вы заметите, как некоторые, буквально вечером, через день, что у вас опять вот это открывается. И как только снова берете, снова делаете этот колокольный звон, проводите. Итак, давайте я вот это, мне больше нравится он такой необычный звонкий. Наверное, потому что здесь есть
такие отверстия, воздух проходит, и звук необычный такой, вибрирует, распространяется. Поскольку с колоколом звенеть, то есть и читать неудобно, и вы не услышите, я просто сначала прочитаю вам заговор. Проснись, проснись, денежная сила. Пробудитесь, духи богатства. Соил, сол, атафею и риде. Звон колокольный духов удачи разбудит. Звон колокольный духов удачи разбуди. Звон колокольный деньги в мой дом пригласи. Соил, сол, атафею и риде. Звон из дома бедности изгоняет, а удачу в дом приглашает. Хочу денег, злата и серебра, много богатства и много добра, как звон колокольный дом наполняет. Так денежный Бог мою просьбу исполняет. Соил, сол, атафею и риде. Да будет так, да будет так, да будет так, и так будет. Вот так вот еще. Более звонкие вот эти два, да? Угу. Я сегодня немного звенела, поэтому мои пусики уже привыкли, не обращать внимания. Специально зазвенела, потому что знала, что вечером проведу, чтобы они тут шум не подняли на весь район. Они уже поняли, что это я делаю, и ничего такого нет. Видите, тихо. Так. Проснись, проснись, денежная сила. Пробудитесь, духи богатства. Соил, сол, атафею и риде. Звон колокольный духов удачи разбуди. Звон колокольный деньги в мой дом пригласи. Соил, сол, атафею и риде. Звон из дома бедность изгоняет, а удачу в дом приглашает. Хочу денег, злата и серебра, много богатства и много добра. Как звон колокольный дом наполняет, так денежный Бог мою просьбу исполняет. Соил, сол, атафею и риде. Да будет так, да будет так, да будет так, и так будет. Вот, и снова берем какой-нибудь. Вот с этим вместе. Вот. И снова прочитаю. Проснись, проснись, денежная сила, пробудитесь, духи богатства. Соил, сол, атафею, риде. Звон колокольный духов удачи разбудит. Звон колокольный деньги в мой дом пригласит. Звон колокольный духов удачи разбуди. Звон колокольный деньги в мой дом пригласи. Извиняюсь. Соил, сол, атафею и риде. Звон из дома бедности изгоняет, а удачу в дом приглашает. Хочу денег, злата и серебра, много богатства и много добра. Как звон колокольный дом наполняет, так денежный Бог мою просьбу исполняет. Соил, сол, атафею и риде. Да будет так, да будет так, да будет так, и так будет. И вот так идите, звените себе. Открывайте дороги денежные. И очень эффективно и очень быстро сработает. Удачи вам, всех благ и живите в достатке. И всегда говорите себе: я достойна, я заслужила жить хорошо.